Приветствую, друзья! Сегодня у нас на обзоре Воблер Hobba 36F от компании Durmax, который уже успел занять достойное место в моем арсенале. Так что я расскажу вам про него, ну и покажу в деле. Сразу хочу сказать, что ловил я им пока только один сезон, но поскольку сезон уже заканчивается, и в общем-то впечатления у меня о нем уже сложились, впечатления эти положительные, и на основе их я в общем-то этот воблер положил уже в свою основную коробку. Поэтому давайте перейдем к герою. Итак, Hobba 36F это такой плавающий кренк длиной всего 3,6 сантиметра и весом 3,5 грамма. Такой отличный размер для ловли окуня и головля. Корпус у него выполнен из качественного пластика, а на борту есть два надежных тройника от японского производителя. Внутри у Hobba установлена небольшая шумовая камера, которая при проводке создает определенный акустический эффект, привлекающий рыбу. Есть! Ух ты! Прям хорошее что-то. По ощущениям. Сопротивляется хорошо. Попробую его аккуратно вывести, чтобы он не распугал тут остальную рыбу. Ага. Не факт, что получится. Хороший такой голавль. На этот раз все-таки в траву залез, да? Ух ты какой! Не прячься. О, классный. Видели? Ну такой. Отлично отработал. Кренк от Durmax. Это Hobba. Классный. Вот на него уже было несколько поклевок. Бьет. Да и не только на него. В общем, как-то голавль сегодня очень осторожный. Бьет и не засекается. Ну и вот тут уже я его все-таки выманил. Классного. Гляньте какой. Как же он работает? Hobba 36F от Durmax обладает активной привлекательной игрой. Лучше всего головлю понравилась обычная, скучная, равномерная проводка. Но на ней воблер ведет себя не совсем скучно. Он так динамично покачивает боками и издает привлекающий для хищника звук. А если в проводку добавить небольшие рывочки, да тут уже и окунь может не устоять. Благодаря такому минимальному заглублению модели и удобно облавливать любые отмели и провоцировать рыбу на поклевку в поверхностном слое. Под деревцем стоял. Красотпит. Иди, дорогой, сюда. Ух ты, ё-моё. Полет, кстати, у этого малыша оказался неожиданно приличным. Ну, понятно, что для такого формата. Воблер достаточно легкий, небольшой, но летает вполне прилично. Ничего себе. Hobba 36F отлично провоцирует хищника, особенно в теплой воде. Ну, понятно, что кренки это их стихия, это лето. То есть, когда вода уже прогрелась,
тут они вне конкуренции, особенно у головля. Кстати, обратите внимание, как рыба атакует его нападение. Я считаю, что это его особый конек. Бережком стоял. Давайте обсудим плюсы и минусы данной приманки. Что можно отнести к плюсам? Ну, во-первых, отличная игра на равномерке, что особенно хорошо подойдет новичкам, поскольку не требует знания и выполнения никаких сложных элементов, просто кидаешь, тащишь и рыба клюет. Отлично, я вот обожаю такие воблеры. Кроме этого, к плюсам я бы отнес хорошую уловистость по пассивному хищнику. Он своей игрой и таким привлекательным звуком может выводить на поклевку вялого головля. Плюс еще вот это всплеск нападения тоже отлично будоражит хищника. Кроме этого, к плюсам я отношу качественные японские крючки. Не разгибаются, все как бы пробивают рыбу отлично. Кроме этого, еще неплохой полет на забросе и точный, что самое интересное. Для такого формата прям мне понравилось, как он летит. Ну а к минусам условно можно отнести то, что не все расцветки одинаково работают. Вам нужно будет подбирать свою расцветочку, которая хорошо будет работать по вашей рыбе. Ну а вообще, честно говоря, за такую цену я бы сказал, что у данного воблера минусов нет. Хоба 36F — это такая крепкая, уверенная приманка для ловли головля и окуня на течении и на мелководье. Если вы любите ловить на реке, то стоит попробовать. Вы, кстати, ловили на него? Если да, пишите в комментариях. А кроме того, пишите, какой воблер он вам напомнил. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал и на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить новые тесты приманок и снастей. А у меня на этом все. Всем счастливо, всем пока.